Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я к вам спешу с очень красивым предложением связать вот такой кардиган, брендовый кардиган. К сожалению, страну происхождения его я так и не смогла установить. Нашла я его на одном из интернет-площадок европейских. Это бренд европейских дизайнеров. Он в разных цветах продается, на разных площадках он разную цену имеет. Вот, я его встречала на разных сайтах в продаже. Но меня больше всего, знаете, как вязальщица, как дизайнера, интересует, конечно же, его узор, его вот эта вот технология вязания. То есть меня интересует сама модель, да? Как ее связать технологически и как разработать схемы по вязанию. Всем, кому нравится данная моделька, к сожалению, спиночки я так и не нашла фотографии, он в разных цветах представлен, его по-разному носят, кто-то вот на выпуск, да, сейчас я вам покажу другие возможности, что его можно носить вот так, например, да. В одной из европейских площадок я увидела вот такой вариант, то есть в вот таком бежевом цвете хорошо тоже он смотрится. Так, дальше вот такой вариант, ну это он же, да. Приближаю вам тот же самый узор, да, цвет очень тоже красивый, такой кофейный. Так, дальше, ну это вот он же, вот так смотрится, очень красиво, да. Самое внимание, конечно, это вот эта коса. Такая очень красивая, интересная коса. Мы ее будем сегодня вязать. Я разработала схему. Так, что там мы еще не посмотрели? Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Мы все варианты посмотрели. В фиолетовом цвете он представлен, в белом, ну такой сиреневый даже цвет, больше сиренечка, да. Но остановимся на этом сиреневом цвете. Вот все, что я смогла раздобыть, так скажем. Проработала немного разведчицей, да. Так, красота неописуемая. Давайте закругляться со всей этой болтовней. Давайте конструктивно. Итак, я предлагаю пряжу, как обычно, но я предлагаю вам сразу много вариантов пряжи средней толщины и более толстую пряжу, потому что считаю, что он в хлопке будет хорошо, в таком толстом хлопке хорошо смотреться. Вот. Так что выбирайте сами, девочки. Я считаю, что модель подходит для продвинутых вязальщиц, то есть для вязальщиц, которые уже умеют вязать косы, умеют вязать кардиганы. Вот такой у меня, девочки, получился узор. Я вязала из пряжи Alize Lana Cotton. Это турецкая пряжа, в 50 грамм 160 метров. Здесь у нас 26% шерсть, 26% хлопок и остальное акрил. Спицы я использовала 3,5. Но сейчас я вам хочу сказать, что вот на мой взгляд, возможно, здесь нужно было взять другую пряжу, более плотную, более толстенькую, да. Ну, хотя я не люблю тяжелые вещи, но вот этот кардиган все-таки, мне кажется, связан с более плотной пряжей. Вот у меня, например, есть Yarn Art Jeans Plus, да, пряжа серая. И вот у нее метраж 100 грамм, значит, у нас 160 метров, видите как. И состав 55 хлопок, 45 полиакрил. То есть, возможно, вариант более толстой пряжи будет смотреться более эффектно. То есть вот этот узор, он рельефный. Я думаю, что он действительно требует
пряжу потолще. Есть еще в альтернативе вот такая пряжа, тоже толстенькая, Alize Cotton Gold Plus. Тоже полухлопковая пряжа. Цвета разные, конечно же, бывает. И у нее такой же метраж. 100 грамм 200 метров, почти такой же. И есть еще пушистая пряжа, которая мне очень нравится. Она называется Alize Real 40 Plus. Вот, она тоже толстая, ну такая объемная, скажем так, пушистая. Хорошо очень она смотрится. 100 грамм у нас 225 метров. И, в общем, она мне тоже нравится. Тоже турецкая пряжа. Цвета тоже разные, соответственно. То есть вот на выбор, пожалуйста, все эти... вот такой еще есть сиреневый цвет у меня. Alize Lana Cotton. То же самое. Но я же сказала, что мне кажется, что для данного конкретно кардигана пряжа нужно взять потолще. Потолще. Мне так кажется. Ну, наверное, целью этого мастер-класса все-таки разработать был узор. Это самое основное, потому что без узора мы не свяжем, да? То есть вот эта вот коса на 8 петлях очень важна была. Да и вот эта косица тоже на 6 петлях. То есть я, в принципе, ставила свою задачу в этом мастер-классе разработать схему узора. И я ее разработала. Итак, давайте сейчас с вами посмотрим эту схему. Вот таким образом у нас выглядит с вами схема. Тут две схемы, собственно. Одна на 8 петлях. Вот так мы их и будем различать. Другая на 6 петлях в ширину. Раппорт узора на 6 петлях составляет 12 рядов и 40 рядов на 8 петлях раппорт. Условные обозначения здесь такие общепринятые. Здесь у нас тут только перекрещивание лицевых петель. Перекрещиваем вот здесь 8 петель направо. Здесь перекрещиваем 4 петли налево. Здесь перекрещиваем 8 петель налево. Ну и здесь также у нас идут направо-налево перекрещивание 4 петель. Все это мы с вами разберем и свяжем порядно, поэтому тут не должно быть никаких у вас проблем. Теперь по поводу выкройки. Моя рекомендация очень простейшая выкройка для этого кардигана. Здесь нет размеров, общие такие. Ну, в общем-то, девочки, все равно выкройка нужна. По ним вы ставите свои индивидуальные мерочки, да. Вот. Спущенный рукав у нас здесь V-образный вырез у кардигана. Все мои рекомендации по вязанию будут после того, как мы свяжем образец. Я здесь вам попытаюсь рассказать. Самое главное здесь, в принципе, проблема это, не проблема, а самое сложное это правильно распределить наши узоры. Вот. И про них я буду подробно и детально рассказывать после того, как свяжем образец и посчитаем плотность. Я, конечно, понимаю, что пряжу вы будете выбирать, наверное, скорее всего, не ту, что я порекомендовала. У вас будут свои расчеты, поэтому очень сильно углубляться в составление описания сегодня я не стала. Вот. Я думаю, что поскольку модель для начинающих не подходит, сильно так рассказывать вам прям досконально для вязальщиц, имеющих опыт, как-то нецелесообразно, скажем так, нет смысла, да. А общие рекомендации, как бы это сделала я, вы услышите в сегодняшнем мастер-классе. А сейчас давайте приступим к вязанию образца. Для образца, девочки, будем набирать 33 петли. Вот так у меня выглядит как у нас будут располагаться с вами узоры. Значит, начинаем мы с 3 изнаночных, затем у нас идет узор на 6 петлях, вот по этой схеме. Затем у нас идут опять 3 изнаночные, 5 петель английской резинкой, опять 3 изнаночные и вяжем второй узор, вот этот большой, на 8 петлях. И все заканчиваем 3 изнаночными. Соответственно, еще у нас по 2 кромочные справа и слева.
И я уже все это дело набрала, в сумме это 33 петли. Вот, связала уже первый ряд. А поскольку у нас первый ряд и второй ряд, третий ряд и четвертый ряд вяжутся совершенно одинаково, поэтому вот первый, второй я связала, и сейчас я вам показываю. Представьте, что это у вас первый ряд, да? Вяжем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Затем у нас идет с вами узор на 6 петлях. Коса на 6 петлях, вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. Опять идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. Сейчас вяжется резинка, английская резинка на 5 петлях. Она вяжется, показываю, все ряды одинаковые в английской резинке, лицевые и изнаночные вяжутся одинаково. Смотрите. Значит, у нас вяжется лицевая петля, а вот изнаночная петля вяжется следующим образом. Мы делаем накид и петлю снимаем вместе с накидом, не провязывая. Потом опять лицевая, делается накид, изнаночная снимается, не провязывая. И снова лицевая. Вот 5 петель так располагаются. Далее идут у нас 3 изнаночные. 1, 2, 3. И 8 лицевых косы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще остались 3 изнаночные. Таким образом мы с вами распределили петли. Кромочную мы вяжем изнаночной. Распределили петли. Изнаночный ряд мы вяжем, как смотрят у нас петли. Давайте его провяжем из английской резинки. Я покажу, как вязать второй ряд. Он также вяжется. Значит, вяжем с вами изнаночный ряд. Это у нас получается второй ряд. У меня он 4, у вас 2. Начинаем 3 лицевые, затем идут 8 изнаночных. Затем опять 3 лицевые. И вот у нас английская резинка. Вяжется она так же, как по лицу. То есть мы берем, делаем накид и изнаночную снимаем вместе с накидом, не провязывая. Лицевая. Опять делаем накид, изнаночную снимаем, не провязывая. Лицевая. И снова делаем накид, изнаночную снимаем, не провязывая. Все. Связали 5 петель лицевых английской резинки. Далее вяжем 3 лицевые, 6 изнаночных и 3 лицевые. Итак, это был у вас второй ряд. Все, связали. Смотрите, 3, 4 ряд вы вяжете так же, как сейчас связали 1, 2. И мы с вами встречаемся в 5 ряду. Вяжем с вами 5 ряд. В 5 ряду у нас с вами идут перекрещивания. Вяжем 3 изнаночные. И сейчас у нас будет коса на 6 петлях и перекрещивание небольшое. Вяжем 2 лицевые, а следующие 4 петли перекрещиваем налево. Меняем 2 на 2. То есть мы снимаем 4 петли. Первые 2 петли у нас перед работой, следующие 2 высвобождаются, и возвращая правым кончиком спицы на левую спицу возвращаем. Перекрестили 4 петли и провязали их как 4 лицевые. Дальше у нас опять идут 3 изнаночные, 5 петель английской вязкой, лицевая, накид, изнаночную сняли, не провязывая, опять лицевая, накид, изнаночную сняли, лицевая. И далее опять идут 3 изнаночные. И сейчас перекрещивание у нас во второй косе на 8 петлях. И перекрещиваем все 8 петель направо. Для этого я все 8 снимаю. Вы можете воспользоваться дополнительной спицей. Но я так привыкла, девочки, мне так удобно. Первые 4 петли у меня за работой остаются. Я высвобождаю эти 4 петли. И с помощью также правой спицы возвращаю их на левую. Вот я их перекрестила, эти 8 петель.
И сейчас я их все 8 провяжу лицевыми. Связали. А дальше идет у нас 3 изнаночные. И кромочную вяжем изнаночной. Так, отлично. Дальше переворачиваем вязание. У нас 6-й ряд. Вяжем, как смотрят петли. Кроме английской вязки, здесь все одинаково, как я уже говорила. Итак, 7-й ряд вяжем следующим образом. 3 изнаночные, 6 лицевых, снова 3 изнаночные. Английская резинка у нас на 5 петлях. Вяжем лицевая, накид, изнаночную сняли, лицевая, накид, изнаночную, вот так, изнаночную сняли, лицевая. Так, и дальше у нас идет с вами 3 изнаночные, 8 лицевых, и 3 изнаночные. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли, кроме английской резинки. 9-й ряд у нас с вами повторяет 7-й ряд полностью. Вяжем 3 изнаночные, 1, 2, 3, затем вяжем 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 изнаночные, 5 петель английской вязки, лицевая, накид, изнаночную снимаем, не провязывая, лицевая, накид, изнаночную снимаем, не провязывая. Так, вот так это делается, лицевая. Прям вот тоже никак не привыкнешь к этой английской вязке. Дальше идут 3 изнаночные, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 изнаночные. И у нас с вами 10-й ряд, как смотрят петли, кроме английской резинки. 11-й ряд у нас с вами. Вяжем 3 изнаночные, 1, 2, 3. Далее у нас идет с вами коса, перекрещиваем первые 4 петли направо. Мы меняем первые 2 петли за работой, следующие 2 перед работой. И вяжем их как 4 лицевые. Затем оставшиеся 2 лицевые провязываем без изменений. Вот такая у нас вырисовывается картина. Дальше идут 3 изнаночные. Дальше идет английская резинка на 5 петлях. Вяжем лицевая, накид изнаночный не снимая, не провязывая, снимаем. Опять лицевая, накид изнаночный не снимаю. И, в общем, я не буду это все каждый раз проговаривать, мне так тяжело, я сама начинаю путаться, девочки. Просто я буду говорить изнаночная на 5 петлях. Да? Ой, английская резинка на 5 петлях. Да? Далее у нас идет с вами 3 изнаночные и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Связали. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. Так, у нас 13 ряд. Вот эти вот первая часть узора у нас с вами будет вязаться сейчас без изменений. И будут у нас перекрещивания вот в этой большой косе на 8 петлях, которые. Итак, 13 ряд. Смотрите, раппорт узора у нас уже здесь закончился. На 6 петлях коса имеет раппорт высоту 12 рядов. Да? Поскольку мы их уже связали все 12, у нас идет повтор с первого ряда этой косы. То есть у нас сейчас вот будет
первый, третий ряд раппорта вязаться просто лицевой гладью, то есть 6 лицевых. Так, а поскольку у нас с вами перекрещивание вот в этой второй косе, в большой на 8 петлях, которая, то там мы сейчас будем внимательны, да? То есть здесь мы сейчас, не напрягаясь, вяжем 3 изнаночные, 6 лицевых, затем опять 3 изнаночные, английская резинка на 5 петлях, 3 изнаночные и делаем перекрещивание в косе. Перекрещивание будет у нас на 4 петлях 2 раза налево. На 4 петли снимаем на правую спицу. Первые 2 петли у нас перед работой, следующие 2 за работой. Перекрестили их, поменяв местами, провязали как 4 лицевые. Следующие 4 петли также перекрещиваем налево. Также я их снимаю на левую спицу, на правую спицу, то есть затем 2 первые петли оставляю перед работой, следующие 2 за работой, и я их возвращаю вот так перекрещенные на левую спицу. У меня оказываются они первые, и вяжу все 4 лицевыми. Вот такая двойное перекрещивание получилось, 4 на 4 петли. Дальше у нас остались 3 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Итак, девочки, сейчас у нас 14 ряд, вяжем, как смотрят петли, кроме английской резинки, да. Обращаю ваше внимание на то, что необходимо нам сейчас формировать узор только продолжается раппорт вот этой большой косы на 8 петлях. Все остальное я больше заострять внимание не буду. Я буду показывать вам только большую косу. Эту вы самостоятельно уже можете связать, тем более английскую резинку, правильно? Вот, у нас сейчас 15 ряд большой косы будет. Вот 14 ряд сейчас провяжем и в 15 ряду встречаемся. Так, в 15 ряду у нас с вами в большой косе, это я уже вам сказала, да, вяжем самостоятельно, здесь все похоже. И 15 ряд большой косы на 8 петлях мы вяжем все петли 8 лицевыми. Затем идут 3 изнаночные и кромочные тоже изнаночные. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд косы у нас на 8 петлях. Это повторять полностью 13 ряд. Делаем 2 раза перекрещивания по 4 петли налево. Смотрите, 4 петли снимаем. Первые 2 перед работой, следующие 2 высвобождаются. Мы их аккуратно возвращаем на левую спицу за работой. И вяжем все 4 лицевыми, да? Раз. А то тут распушился. Раз, 2, 3, 4. Следующее перекрещивание будет такое же. 4 петли перекрещиваем налево. Также первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами и провязали как 4 лицевые. Все, в этой косе понятно. Далее идут 3 изнаночные, кромочные. 18 ряд у нас вяжем, как смотрят петли. Итак, у нас с вами 19 ряд косы на 8 петлях вяжется следующим образом. Смотрите, все петли лицевые. И мы так будем вязать 19 ряд, 21 ряд и 23 ряд. Все петли лицевые. Следующее перекрещивание у нас состоится только в 25 ряду. Поэтому самостоятельно вяжем. Здесь у нас по схеме вяжется, продолжается раппорт узора вот этой косы на 6 петлях. Здесь у нас английская резинка продолжается вязаться. А здесь мы, как я уже сказала, 19, 21 и 23 ряды вяжем все петли 8 петелечек, все лицевые у нас вяжутся. Сейчас у нас с вами 25 ряд.
нашей большой косы на 8 петлях. Показываю, как здесь сделать перекрещивание. Мы сейчас будем 8 петель перекрещивать налево. Для этого мы с вами все 8 петель снимаем на правую спицу аккуратно. Далее у нас идут первые 4 петли перед работой, или снимаете их на дополнительную спицу. Освобождаем следующие 4 петли за работой. Их вот так вот переносим на левую спицу. Если вы пользуетесь дополнительной спицей, то вы на дополнительной спице оставляете первые 4 петли, а следующие 4 провязываете лицевыми петельками. И далее вяжем 4 лицевые с дополнительной спицы. Понятно, да? Далее тут у нас 3 изнаночные и кромочные изнаночные. То есть мы сделали перекрещивание налево на 8 петлях, 4 на 4. Так, 26 ряд у нас с вами, как смотрят петли, вяжется. Смотрите, 27, 29, 31 ряды нашей большой косы, это тоже лицевая гладь. Вот, следующее перекрещивание по схеме будет в 33 ряду. Так, у нас с вами 33 ряд. И в косе мы делаем снова перекрещивание на 4 петлях налево. Мы это уже делали с вами. Первые 4 петли снимаем на правую спицу. Первые 2 петли у нас перед работой, следующие переснимаются и возвращаются вот таким образом за работой. И вяжем перекрещенные 4 петли лицевыми. Повторяем то же самое. 4 петли, переснимаем на правую спицу. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой, переснимаются, возвращаются на левую спицу и вяжутся как 4 лицевые. Все. 35 ряд мы вяжем все петли лицевые в косе. Как я сказала, девочки, 35 ряд у нас с вами все петли в косе лицевые. Ну и 36, соответственно, изнаночные, да? Так, в 37 ряду мы с вами сейчас будем повторяться. Такой же 33 ряд свяжем. 33 ряд и 37 вяжутся одинаково. Так, девочки, повторяем с вами 37 ряд, как 33 вяжем. То есть мы сейчас будем перекрещивать с вами 4 петли налево. Первые 4 петли. То есть у нас первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами, провязали 4 лицевые. И следующие 4 также перекрещиваем налево. По 2 петли. Первые 2 перед работой, следующие за работой. Поменяли их местами, провязали как 4 лицевые. Все. 38 ряд вяжем, как смотрят петли. И 39 ряд у нас все петли лицевые. 39 ряд у нас, как я уже сказала, вяжется 8 лицевых в косе. И 40 ряд 8 изнаночных. На этом раппорт косы заканчивается. И все повторяется с первого ряда. Вот так получается у нас с вами узор. Вот схему еще раз показываю. Смотрите. Вот 39 ряд провязали в косе лицевые. И далее пошли первый, третий и следующий перекрещивание у нас будет в 5 ряду. То есть далее раппорт повторяется. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и померить плотность вязания. Так, у нас с вами горячим паром обдаем наш образец. И когда он становится влажненьким, мы его хорошенько растягиваем в разные стороны, девочки, чтобы у нас здесь
все было вот на края. Обращаем внимание, нам надо будет посчитать петли. Измерения у нас будут идти вместе с кромочными, поэтому их надо тоже хорошенько распрямить. Итак, пусть сохнет наш образец. Измеряем ширину образца полученного. С помощью линейки прикладываем и смотрим. У меня получается 16 сантиметров. У нас участвовало 33 петли. 33 петли поделим на 16 сантиметров. Это ровно 2 у меня плотность получается. Запишем, что в 1 сантиметре получается 2 петли умещается. Следующее измерение у нас идут, касаются они вертикальных вот этих измерений. То есть мы высоту измеряем образец. Так, 15 сантиметров, и в высоту это 40 рядов. То есть мы 40 рядов делим на 15 сантиметров. Получается 2,65 запишем сотых для большей точности. В 1 сантиметре 2,65 ряда у нас. Сейчас вот эти две цифры будем использовать в расчетах. Девочки, я, конечно, понимаю, что вы можете взять другую пряжу, более толстую, да. Просто я не люблю толстые вот эти вот все пряжи. Считаю, что плечевое изделие должно быть легким, воздушным. Вот. Но если вы будете вязать из более плотной пряжи, да, толстенькой, то, конечно, у вас будут свои расчеты. Я вам просто для примера рассказала, как это все дело выглядит, да, как это нужно сделать, чтобы все хорошо у вас получилось. Как связать этот узор, собственно, моя задача была. Как сделать расчет, я вам тоже все для примера показываю, как я это делаю обычно. Поэтому сейчас я принесу выкройку, и мы будем с вами по выкройке делать расчеты, и вы свои мерочки потом просто замените мои цифры на свои цифры. И все у вас получится. Предлагаю, девочки, вот такую выкроечку я использовать. Ну, это очень простейший такой вариант. У нас самая большая сложность в этой выкройке — это вот этот скос посчитать. Размеров здесь никаких нет. Свои мерочки вы ставите индивидуально. Вот. Я хочу вам для примера рассказать, как надо посчитать, составить описание. Предположим, у нас с вами 50 сантиметров будет ширина спинки. Но это будет маленький размер, я сейчас озвучиваю, где-то 46 размер. 44, 46 вы видели, что кардиган у нас довольно свободный крой, да? Вот. Как на примере 50 сантиметров спинки сделать расчеты? Берем нашу плотность, которую мы с вами посчитали по горизонтали. В 1 сантиметре 2 петли. 50 сантиметров умножаем на 2. Получается 100. Правильно? То есть нам понадобится на спинку 100 петель. По низу у нас идет с вами резинка. Планка набирается. Приблизительно посмотрела на модели, это сантиметров 6 высоту. Высота планки. Затем мы переходим на узор. К сожалению, спинку не видно, но я предлагаю вам не делать чисто лицевую гладь или изнаночную. Я предлагаю вам также узором связать, как и полочки. Вот. И ориентировочно сейчас вам попытаюсь рассказать, как бы я расположила узоры. Если мы посмотрим внимательно на картиночку, то мы увидим, что у нас идет распределение узоров в такой последовательности. Значит, у нас тут 3 изнаночные. Кстати, я вот здесь нарисовала, девочки, давайте посмотрим. Нас интересует вот эта нижняя часть. Представим, что это середина. Так удобнее объяснять. Середина спинки, да? То есть мы идем сейчас с вами рассматриваем, вот у нас как располагаются узоры. Вот здесь у меня
28 петель занимает те узоры, которые мы с вами вязали. Внизу 3 это изнаночные, и вверху это петли, которые узор у нас идет, собственно говоря. 6 петель это наша коса на 6 петлях, 5 это английская резинка, и 8 это наша большая коса длинная, которая с большим раппортом в 40 рядов. Вот. И вот у нас в сумме это получилось 28 петель. И поскольку мы делим пополам, то есть у нас 100 петель вместе с кромочными, это 98 петель, надо распределить здесь, красиво их расположить. Какие у нас варианты? Ну, смотрите, вариант такой. Вот здесь сделать лицевую гладь полностью. Я посмотрела, там у полочки идет с самой крайней петли лицевые петли. Лицевые петли. У меня получилось много петель, 10 целых. Вот. Здесь по центру тоже непонятно, что сделать. Могу предположить, что это может быть тоже английская резинка. Либо мы сделаем здесь изнаночные петельки, либо мы делаем путанку. Путанка это когда чередуется лицевая, изнаночная, то есть 4 ряда раппорт у нас получается. Ну, посмотрите, как вязать путанку. Вы же все, кто возьмется вязать этот кардиган, будут далеко не новички в вязании. Новичкам я не порекомендую. Это уровень мастерства все-таки средний или даже высокий. Потому что такая модель не самая простая. Поэтому вам прописные истины, мастерам по вязанию я не буду говорить. С середины решите сами, девочки. Я только рекомендательно, вот сейчас такой характер у меня идет мастер-класс, потому что спинки не видно, да? Приходится догадываться и включать свое воображение, свою фантазию. Вот. Я думаю, что здесь хорошо бы посмотрелось. Смотрите, можно так сделать 3 также изнаночных пустить, да, и по центру какую-нибудь лицевую или вот опять-таки сделать английскую резинку, да, вот здесь оставшиеся петли, там получается 8 петель. В общем, смотрите сами. Возможно, даже изнаночная гладь будет неплохо смотреться. С двух сторон вот эти узоры, да. И смотрите, когда вы вяжете полочку, у вас крайние вот эти вот все узоры, они должны соответствовать друг другу, да. Смотрите, то есть вот тут у нас узор, условно говоря, занимает приблизительно вот такую часть спинки, да. Это вот середина спинки. Вот, то есть вот эта часть у нас вся в узоре идет у спинки, да, и такая же часть должна быть у полочки заниматься. Вот. То есть чтобы у вас у плеча узоры совпали. Понимаете? То есть вот эта часть, она должна быть одинаковой ширины. Вот. Это и это. Теперь, что касается выреза горловины, может возникнуть вопрос. Опять-таки говорю, если у вас есть достаточно высокий уровень мастерства, вы сами знаете, как посчитать скос. Я скажу для среднего такого уровня, который, ну, может быть, не сталкивался никогда с таким вывязыванием выреза. Девочки, здесь вывязывается следующим образом. Мы определяем, какая у нас будет высота нашего выреза. Мы, давайте предположим, сделаем его 22 сантиметра. Вот. 22 сантиметра мы умножим с вами на плотность по вертикали и определим ряды. Сколько рядов будет высоту? 22 умножить на 2, 65 это вертикальная плотность. У нас получается 58 рядов, девочки, 58 рядов. То есть 22 сантиметра я пишу равно 58 рядов. Так, дальше. Смотрите, здесь у нас вырез горловины обычно шириной, тут я бы, наверное, по спинке бы говорила, обычно на вырез горловины приходится около 20 сантиметров. Вот. И в петельном эквиваленте 20 умножить на наши 2 петли в 1 сантиметре получится 40 петель.
То есть на вырез горловины придется 40 петель. Вот. И у нас 58 рядов. И нам надо с вами эти 40 петель поделить на 2, то есть по 20 петель будет убавляться по каждому скосу. 20 петель надо убавить. Для этого мы 58 разделим на 20 и узнаем, через какой интервал равномерно будут эти убавки. 58 делим на 20, получается почти, девочки, в каждом третьем ряду убавочка у нас идет. Очень удобно считать, да? Можно даже специально сделать не 58, а 60 рядов. Очень удобно будет считать. То есть в каждом третьем ряду мы сделаем с вами убавку. То есть здесь не 22, предположим, сантиметра, а 22,5. Но это же не сильно, да? То есть тут нужно вот таким вот методом подгона сделать красиво, равномерно. Убавка в каждом третьем ряду. 20 убавок по одной петле. Делается одновременно с одной стороны и одновременно с другой. Это несложно сделать. Вот. Ну, что тут еще основное? Ну, по рукаву вы тоже знаете, как это все делается. По рукаву там идет также у нас идет коса, у нас вот эта красивая, которая 40 рядов в высоту. Вот. И от нее по центру, она по центру идет, и от нее располагаются также узоры в такой вот последовательности, как я вам тут изобразила. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что более-менее понятно я свои мысли изложила по расчетам. Свои индивидуальные расчеты ставите здесь, сами прикидываете длину, да, сколько у вас будет длина, какая у вас будет ширина, какой у вас размер, как посчитать петли, я вам рассказала, как расположить узоры, предположительно, тоже. Меня вот середина, конечно, смущала, потому что ее не видно, но включите фантазию, нафантазируйте. Либо чередуйте изнаночно-лицевую гладь полосочками, да, либо английскую резинку как-то там располагаете, вот, либо путанку делаете. Вот, то есть тут много вариантов, да. Ну и все. В принципе, длину тоже надо определиться, какую вы длину предполагаете. Средняя длина, я думаю, около 60 сантиметров. Вот. Если хотите удлиненный кардиган, делайте больше, там 65, предположим. Опять-таки, это зависит от вашего роста. Рост у нас тоже у всех разный. Вот. Я желаю вам связать этот кардиган. Самое главное здесь было все-таки, конечно же, разобрать узоры, что мы с вами сегодня сделали. Надеюсь, мой мастер-класс был полезен. Я желаю вам удачи, до новых встреч!